Латвийский? Кому-то требуется латышский перевод. Латвийский vai kādam vajadzētu tulkot? Сажу tas свежти. Нету, да? Окей. Перевод. И в то же время все сотворенное находится вне меня. Узри мое мистическое могущество. Будучи опорой всех живых существ и пребывая всюду, я не являюсь частью материального мироздания, ибо я сам источник творения. Это один из важных текстов Бхагавад-гите. Поскольку он не поддерживает концепцию пантеизма. Pantheism means that the Supreme Lord, the cause of all causes, distributed himself into the cosmic manifestation. Поскольку пантеизм означает, что Верховный Господь, причина всех причин, распространил себя в материальное космическое проявление. Everything is the cosmos, and the cosmos is everything. Все является космосом, и космос является всем. This is pantheism. Это пантеизм. But here Lord Krishna states something different. Но здесь Господь Кришна говорит о чем-то другом. He confirms, yes, I'm everywhere. Он подтверждает, да, я повсюду. But then he says, но затем он говорит, that I'm not part of this cosmic manifestation. Я не являюсь частью этого материального проявления. So this contradicts the concept of pantheism. И это противоречит концепции пантеизма. And then Krishna clarifies further, for myself, Krishna states, is the very source of creation. И дальше Кришна продолжает, что касается меня самого, то я являюсь источником творения. So therefore our Vaishnava philosophy is, поэтому наша вайшнавская философия такова, that Krishna is everything, что Кришна является всем, but everything is not Krishna. но все не является Кришной. Which means that Lord Krishna maintains his separate identity eternally. Что означает, что Господь Кришна поддерживает свою вечную отделенную сущность или проявление, From this cosmic manifestation, отдельную от этого космического проявления. and in fact the entire material manifestation, И в действительности все материальное проявление, which consists of innumerable universes, которое состоит из бесчисленных вселенных, and the entire spiritual creation, и всего духовного творения, which consists of 3/4 of the entire energetic source and power of Lord Krishna. который образует 3/4 всех энергий и проявлений Господа. But still, even up to date in our modern society, the masses of people, they still believe that this cosmos, this universe, was created from nothing. И тем не менее, несмотря на то, что достаточно высок уровень материального прогресса, очень-очень много людей, они придерживаются мнения о том, представления о том, что весь этот мир появился из ничего. This is louder than you. Может быть, погромче надо делать Yes, чуть-чуть. What was my point? What did I say last? You just spoke. Universe is coming from nothing. Yes, this was the point. This is of course a very simplistic statement. Конечно, это слишком простое утверждение. So you just imagine the same simple statement in a scientific language. Но представьте то же самое, очень простое, упрощенное утверждение, но сформулированное высоконаучным языком. But the meaning is the same. Но значение тоже. There's so many different variations of the same statement. Существует так много вариаций одного и того же утверждения. This universe came out of nothing.
что эта вся Вселенная произошла из ничего. And everybody believes it. И все этому верят. Simple people, sophisticated people, Простые люди, какие-то утонченные люди, very educated people, everybody believes the same thing очень образованные люди, все верят в это in different varieties. в разных вариациях. We just talked about it a few minutes ago. Несколько минут назад мы как раз об этом говорили. Reminds me of what you call in Sanskrit Gadalika Shrauta Nyaya. На санскрите это мне напомнило вот эти слова, этот текст. Gadalika Shrauta Nyaya means there's a goat. Что существует, что есть козел, And the goat jumps into a ditch. и этот козел прыгает в пруд. And then all the other goats, they follow this one goat, they all jump into the ditch. И все остальные козлы, животные, они тоже прыгают за ним в этот пруд. There's one story of a washerman, the washerman of the king. У царя как-то был человек, который как прачка действовал. So that washerman, of course, he had to carry a lot of clothes for washing, and he had a beautiful donkey. И вот у этого слуги, который занимался стиркой, у него было много дел, много белья нужно было носить, стирать, и у него был осел. And the donkey's name was Sunanda Vidyadhara. Имя этого осла было Сунанда Витядхара. Sunanda, so beautiful, such a beautiful, learned donkey I have. Это означало, что у меня такой умный ученый осел. So that donkey, he carried all the heavy load of the clothes for washing. И вот этот осел нес большой-большой тяжелый воз одежды, которую нужно было перестирать. In this way, his whole life, the donkey faithfully served the washerman. И таким образом осел всю свою жизнь верно служил вот этому, прачке. And one day, of course, as we can imagine, the donkey died. И однажды этот осел умер. And the washerman, he was so sorry. И этот слуга, он был очень расстроен. Oh, my dear donkey. Ой, мой дорогой осел. Sunanda Vidyadhara, he died. Умер Сунанда Видядхара. So to honor his death, he shaved his head. И чтобы выразить почтение тому, что его осел умер, он побрил свою голову на лысо. And then he took a dip in the holy Ganges river. И он совершил омовение, полное омовение в реке Ганге. So now the family priest of the king, he noticed that the washerman, he was shaved. И семейный жрец царя заметил, что вот этот слуга, прачка, он побрился. And the family priest asked the boy, why you were shaved? What happened? И вот этот жрец спросил его, что случилось, почему ты побрился? Oh, because you don't know. Как, ты что, не знаешь? Family priest replied, no, why? I didn't hear anything. И семейный жрец сказал, да ничего, я ничего не слыхал. Почему бы? This is Sunanda Vidyadhara died. Сунанда Видядхара умер. Oh, is it so? Что, серьезно? Yes. Да. You think I should also shave my head? Может, мне тоже побриться? Как ты думаешь? It's highly recommended. Конечно, это очень рекомендуется. Shaved his head, also took a bath in the Ganges. И он тоже побрил свою голову и совершил омовение в Ганге. And the minister of the king, now he noticed that the family priest, he was shaven. И тогда министр заметил, что семейный жрец, он побрился. And he asked him, why you shaved your head? What happened? И он спросил его, что случилось, почему ты побрил свою голову? You didn't hear? Ты что, не слышал? No. Нет, не слышал. Sunanda Vidyadhara died. Сунанда Видядхара умер. Oh, Bоже мой, he thought, my God. So should I also shave my head? И он сказал, тогда, наверное, мне тоже надо побриться. Yeah, that's highly recommended. Конечно, очень настоятельно рекомендуется. Shaved his head, jumped into the Ganges. Он тоже побрился, окунулся в Гангу. And finally the king, of course, he noticed that his own minister, he shaved his head. И, наконец, сам царь заметил, что его министр побрил голову.
asked him what happened, why you shaved your head. И он спросил его, что случилось, почему ты побрил свою голову? Oh, my dear Majesty, you didn't hear? О, Ваше Величество, вы не слышали, что произошло? What should I have heard? А что же я должен был слышать? That Sunanda died. Сунанда Видядхара умер. Oh my God, really? Что, серьезно? О, Боже. What a tragedy. Какая трагедия. Should I also shave my head? Может, мне тоже надо побриться? Highly recommended. О, это чрезвычайно рекомендуется. Also shaved his head. И он тоже побрил свою Can you голову. imagine a king Вы можете себе представить, царь with a shaven head? с побритой головой. So now you can easily imagine, what his wife, the queen, thought. И вы теперь можете с легкостью подумать, что подумала его жена, царица. Why did you shave your head? What happened? Что случилось? Зачем ты побрил свою голову? No, you didn't hear. А ты что, не слышала? What shall I have heard? А что мне надо услышать? Sunanda Vidadhara died. Сунанда Видядхара умер. Now, the queen, she had a little intelligence. Но у царицы все-таки немножко мозги еще остались. So she was wondering, who's the Sunanda Vidadhara? И она стала удивляться, а вообще, кто это такой Сунанда Видядхара? So the king, he had to confess that actually, I don't know, but definitely a very important person. И царю пришлось сознаться, что, наверное, какая-то очень значимая личность, хотя я так ее лично не знаю. From whom did you hear this? А от кого ты об этом услышал? The king replied, from my own minister, he told me. Царь ответил, что я от своего министра узнал, он сказал мне. So my dear husband, please go to your minister and ask him, who is Sunanda Vidadhara? Поэтому вот, царица, иди, спроси моего министра, и он объяснит, кто такой Сунанда Видядхара. The king asked the minister, he also said, to be honest, I don't know. No, the king asked the minister. Ага. И царь спросил тогда министра, а кто такой Сунанда Видядхара? И министр сказал, ой, я не знаю. Why then, from whom did you hear it? А ты от кого узнал? Family priest. От семейного жреца. Please go to the family priest and ask him. Пожалуйста, пойди к семейному жрецу и спроси его. Went to the family priest, he answered the same thing. Actually, to be honest, I don't know. И когда к нему сходили и спросили, то он сказал, если честно, то я тоже не знаю, кто это такой. From whom did you hear it? А ты от кого об этом узнал? And the washerman here. А это вот наш слуга, прачка, сказал. So go to the washerman and find out who's this Sunanda Vidadhara. И тогда сходи к этому слуге и спроси, кто такой Сунанда Видядхара. So he went to the washerman. Он отправился к этому прачке. And the whole truth was revealed. И тогда правда была явлена. This is my donkey. Это мой осел. Oh, everybody went, my God. И все подумали, о, Боже мой. So the queen was intelligent. И вот царица, она была разумной. This is why the husbands, they should sometimes carefully also listen to the opinion of the wife. Вот почему мужьям все-таки стоит иногда прислушиваться к мнению жены. Because they sometimes see things the husband cannot see. Поскольку они иногда могут видеть все так, как муж не может видеть. Anyway, the whole point of the story is, that's clear. Но вся суть истории ясна. A blind follows a blind leader. Что слепой или слепые следуют за слепым лидером. This is one Srimad Bhagavatam verse. Есть один текст в Шримад Бхагаватам. Andaya tandaya upaniyamanas te apisha tantriyam ududamni badha. It's exactly the meaning that a blind person or blind persons, they follow a blind leader. И дословный перевод этого таков, что слепой человек или слепые люди следуют за слепым лидером. And in this way they miss the right path. И таким образом они сбиваются с правильного пути. That's related to the leaders, king, or any type of leader in society. И это имеет отношение к лидерам общества, к правителям, к царям, к любого вида лидерам. They are supposed to be able to see. Считается, что хотя бы они должны видеть, To understand what's the purpose of life. понимать, в чем смысл жизни, But they're blind, they don't know. назначение жизни. Но они слепы, они не знают. And everybody else follows. И все остальные следуют этому. It's
natural tendency of the masses of people to follow some leader. А это, естественно, тенденция больших масс людей следовать за каким-то лидером. So I was thinking a little bit that it's a widespread theory that this cosmos came into existence by chance. Я немножечко размышлял о том, о вот этой концепции, что почему она вот вообще сформировалась, что Вселенная, все во Вселенной появилось из ничего. And then after chance, of course, there's a whole explanation. Ну и, What further happened? и проходя через это все объяснение, которое начинается с того, что все так по случайности произошло, But the basic idea is by chance. но основная идея, что все случайно. So I was thinking, let me do a little research work into what is this, what do they mean by chance? What is chance? И я решил провести небольшую исследовательскую работу и разобраться, что они подразумевают под словом «случайность». So I want to share my research work with you. Я хотел бы с вами поделиться моей исследовательской работой. To argue that something comes from nothing requires the denial of the law of non-contradiction. Для того, чтобы как аргумент выставить такое заявление, что что-то может произойти из ничего, мы должны отрицать закон Non-contradiction. закон непротиворечия. Now I explain very briefly what is the non-contradiction, law of non-contradiction. Теперь я вкратце объясню, что есть закон непротиворечия. You know, the letter A Буква А cannot be A and none, or dash minus A. Буква А не может быть одновременно буквой А и А со знаком минус. At the same time Одновременно. and in the same relationship. И в тех же взаимоотношениях. This is not possible. Это невозможно. Something can be A and B at the same time, Что-то может быть одновременно А и Б, but not in the same relationship. но не в тех же самых взаимоотношениях. Like I can be a father, Как, например, я могу быть so we отцом, can call the father A, то есть отца назовем А, and a son B и быть сыном at the same time, — это Б одновременно, but not in the same relationship. но не в тех же самых взаимоотношениях. For something to come from nothing, it must, in effect, create it itself. И вот для чего-то, что произошло из ничего, должно проявляться такое, что это что-то произвело самого себя. This is self-creation is a logical and rational impossibility. И самотворение такое — это логическая и фактическая невозможность. This is why, Hamlet, he made that famous statement Поэтому Гамлет сделал такое известное утверждение. related to himself, Это связано было с ним самим. to be or not to be. Быть или не быть. He understood that something means he himself, Он понял так, что что-то, он имел в виду себя, could not be both, не могло бы быть обоими. meaning to be and not to be at the same time, То есть одновременно и быть, и не быть. and in the same relationship. И в тех же самых взаимоотношениях. It's an impossibility. Это невозможно. So for something to create itself, И чтобы что-то само себя создало, it must have the ability to be оно должно иметь способность существовать, быть. and not to be at the same time, И не быть одновременно. and in the same relationship. И в тех же взаимоотношениях. For something to create itself, Чтобы это что-то создало себя, it has to exist before its own creation. оно должно было бы существовать до своего собственного сотворения. This is impossible. Но это невозможно. Because if something does not exist, Поскольку если что-то не существует, then what does it create? тогда что оно сотворяет? How can it create itself? Как оно может создать себя? Simply impossible. Это просто невозможно. For something to create itself, it must be before it has to exist. Otherwise it cannot create. Для того, чтобы что-то создало себя, оно должно до вот этого акта сотворения уже существовать.
So now this you can apply to anything in this cosmic manifestation. И теперь вот это все вы можете применить к чему угодно в этом всем космическом проявлении. It is impossible for solids, it is impossible for liquids, Это невозможно для твердых тел, невозможно для жидкостей, impossible for light, impossible for heat, невозможно для света, невозможно для тепла, impossible for Krishna. невозможно для Кришны, Therefore he is eternal. поэтому он вечный. He cannot create himself. Он не может себя сотворить. He is eternal. Он вечный. And everything is being created by him. И все создается им. Nothing anywhere at any time can create itself. It is an impossibility. И ничто не существует такого, что могло бы само себя сотворить. То есть это просто невозможно. A being can be self-existent, like Krishna. Существо может быть самосуществующим, вечно существующим, как Кришна, Without violating logic. не нарушая логику. But it cannot be self-created. Но оно не может быть самосотворившимся. That is not possible. Это невозможно. So now we can summarize in 6 points. И это все мы можем обобщить в 6 пунктов. First, chance is not an entity. Прежде всего, что случай или случайность – это не существо. It is you observe an action. Вы наблюдаете за каким-то действием, явлением, Like the classic example, flipping a coin. как классический пример подбрасывания монетки. So, and then you might conclude by your observation that particular action, flipping a coin, whether it falls on a head or tail, you might conclude by chance. И вы можете какое-то время, наблюдая за вот этим процессом, когда подбрасывается монетка, и как она падает то на одну, то на другую сторону, орел или решка, да, вы можете сделать вывод, что это как-то, наверное, все случайно там So it происходит. is an observation of a process. То есть это наблюдение процесса. But chance is not an entity which can create something. Но вот эта случайность – это не существо, которое может создать. Therefore, if in a scientific language, И поэтому в научном языке, if we hear если мы слышим, that this cosmic manifestation took place by chance, was created by chance, что это космическое проявление было создано случайностью, this is not possible. это невозможно. It's not logical, not rational. Это не рационально, не логично. Chance cannot create anything. Случайность не может ничего создать. So that's the first point. Это первая мысль. Non-entities. Chance is a non-entity. Chance is a non-entity. Что случайность Entity это like living being, something. случайность не является живым существом. Non-entities have no power because they have no being. То, что не является существом, не имеет могущества, потому что там нет бытия. They don't possess any creative power, non-entities. И что-то, что не является существом, не может ничего сотворить. To say that something happens or is caused by chance, И если, например, даже сказать, что что-то, что возникло, оно возникло по какой-то случайности, it is to suggest attributing instrumental power to nothing. это означает, что мы предполагаем, точнее, что мы наделяем инструментальной силой что-то, что просто является какой-то веществом каким-то. The concept of self-creation is irrational. Вот эта концепция самосотворения иррациональна Violates the law of non-contradiction. и нарушает закон непротиворечия. To persist in theories of self-creation, Чтобы настаивать на вот этой теории самосотворения, one is forced to reject logic человек вынужден тогда отвергать логику and rationality. и рациональность. So therefore we cannot accept the notion that everything came into existence by chance. Поэтому мы не можем принять такое утверждение, что все возникло вследствие случайности. So now over the time modern science also recognized that problem. С годами современная наука стала признавать вот эту проблему. So largely in scientific communities, scientific circles, the term
by chance has been now rejected. И что в определенных научных кругах вот этот термин «случайность» или «возникшая по случайности» был отвергнут. And now they're using a cover-up term. И они теперь используют такой термин, который скрывает суть вещей. Spontaneous generation, it is called now. Спонтанное генерирование, теперь это называется. Spontaneous generation. Спонтанное генерирование. Now you have two words, so it sounds a little more complicated. Теперь уже два слова и выглядит более так как-то наворочено. But now, again, over the following years, that also has been rejected. Но с годами в научных кругах и это было отвергнуто. And it had been now replaced И сейчас заменили уже такими словами. with the term gradual spontaneous generation. Вот этим термином постепенное спонтанное генерирование. So this gradual had been added. Добавили слово постепенное. So does it mean that something cannot create itself quickly? Означает ли это, что это что-то, нечто не может создать себя быстро? All which is lacking is sufficient time. Это единственное, чего не хватает, это времени не хватает. Perhaps it was too much to expect that the entire cosmic manifested quickly. И это, наверное, было уже выше возможностей мышления, чтобы представить, что космическое проявление возникло быстро. Too difficult to digest. Это слишком сложно переварить, осознать. Therefore, science now added a gradual. Поэтому наука сейчас добавила это слово «постепенный». Over time, then it happened. Со временем, потом это произошло. Yeah. Now there's the Nobel laureate George Wald. Теперь Джордж Волл, лауреат Нобелевской премии, He made a statement. он сделал такое заявление, One has only to wait. что нужно просто дождаться, Time itself performs miracles. что время само по себе совершает чудеса. Given so much time, the impossible becomes possible. He states. Он утверждает, что с ходом времени невозможное становится возможным. The possible into probable. Возможное превращается в вероятное, And the probable into virtually certain. Now it becomes certain. а вероятное в виртуально несомненное. So like this, modern science believes in magic. Таким образом, современная наука верит в магию. But we accept Krishna's version. Но мы принимаем версию Кришны. Now how Krishna explains in a verse today Как Кришна объясняет в сегодняшнем тексте, that he created everything, что Он создал все. but still he maintains his separate identity eternally. И при этом Он продолжает пребывать в отдельном существовании, бытии. So what is not scientific about that? Ну а что ненаучного в этом? Lord Krishna, he is eternally existing. Господь Кришна вечно существует. He possesses multifarious energies, Он обладает безграничными энергиями, and one of his energies causes the cosmic manifestation. и одна из его энергий порождает космическое проявление. This we observe every day. Это мы наблюдаем каждый день. Something is being created. Что-то создается. The spider, he creates a spider net. Например, паук создает паутину. So many living entities take a birth to another living entity. Так много живых существ дают рождение другим живым существам. This is what we observe all the time. Это то, что мы постоянно наблюдаем. So why is it unscientific, irrational, not logical that there's a supreme being who created a cosmic manifestation? И почему тогда нелогично, иррационально и непоследовательно думать, что верховное живое существо Господь создал все проявления? And if we study Srimad Bhagavatam carefully, Если мы тщательно будем изучать Шримад the Бхагаватам, detailed description is given how that cosmic manifestation takes place. там приводится детализированное объяснение того, как появляется это материальное космическое проявление. A very scientific description.
очень научное объяснение. This is why sometimes Srila Prabhupada referred to Krishna consciousness as a science. Вот почему Шрила Прабхупада время от времени называется знание Кришны наукой. Once when he came to America, one journalist asked him, Как-то раз, когда он прибыл в Америку, один журналист задал ему вопрос. why did you come to America? What is your message? Зачем вы прибыли в Америку и в чем ваша миссия, ваше послание? And Srila Prabhupada replied, И Шрила Прабхупада ответил: I'm not giving you another religion. я не буду давать вам еще одну религию. You already have your religion. У вас уже есть своя религия. But I'm giving you a spiritual science. Но я даю вам духовную науку. Krishna consciousness is a science. Сознание Кришны является наукой. We have so many textbooks У нас существует много книг с текстами about the subject matter. по вот этой теме. We even pass out diplomas, Мы даже издаем дипломы, Bhakti Shastri diploma, дипломы Бхакти Шастр, Sarvabhauma, and the highest degree, that's the Bhaktivedanta degree. Сарвабаума, и наивысший уровень степени это Бхактивиданта. So everybody can study the science of Krishna consciousness. И все могут изучать науку сознания Кришны. And in this way, discontinue living in that soap bubble of believing that everything came out of nothing. И прекратить свое пребывание в этом мыльном пузыре представлений того, что все произошло из ничего. Which simply is, as I explained, a logical and rational impossibility. Что я, как я уже объяснил, что это и логически, и рационально невозможно. Hare Krishna. Харе Кришна. So I shared my thoughts with you. Я поделился своими мыслями с вами. Now you can share your thoughts with me. А теперь вы поделитесь теми мыслями, которые у вас пролетели в уме со мной. Вы говорили, что Шрила Прабхупада сказал, что дал людям в Америке духовную науку, ибо религия у них уже была. You mentioned that Srila Prabhupada, when he arrived in America, he said that... What's this question? I know what I said. Да. И что, вопрос какой? Если мы проповедуем людям с другой религии, как мы можем помочь им на практике объединить духовную науку с их религией? When we preach to people from another religion, how we can help them to unify religion, their religion with science? Again, How we can, when we preach to a person from another religion, to help them to unify, to connect science and their religion. Науку о Кришне? Да, Шрила Прабхупада принес духовную науку. Yes, spiritual science. Science about Krishna. Generally, we don't preach to other people who practice another religion. Обычно мы не проповедуем людям, которые следуют другой религии. No, we have interfaith discussions. У нас существует такой межрелигиозный диалог, да. We call it discussing, not preaching. И это называется диалог, межрелигиозный диалог, но не проповедь. So that we can we can mention that people nowadays are scientific minded. Мы можем, конечно, сказать, что в наше время люди в своем уме достаточно мыслят по-научному. Many people they have difficulty just believing something. Для большинства людей очень сложно просто во что-то уверовать. They want to have evidence. Люди, как правило, хотят доказательства. Something tangible they can grasp, understand with their intelligence. То есть что-то осязаемое, то, что они могут как-то понять с помощью их интеллекта. Rather just being told, you just have to believe it. Чем просто вот принимать что-то на веру, когда им говорят, просто поверь. And if you don't believe it, you're a disbeliever, you will go to hell. А если не будешь верить, то ты неверующий, тогда пойдешь в ад. They want to have some evidence, some facts.
Они хотят видеть какие-то доказательства, подтверждения, факты. God is great, Бог велик. fine, Ну, хорошо. but explain, give me more details. Ну, дайте немножко побольше деталей, How подробностей. great is he? Насколько он велик. Then we have to be able to explain И тогда мы должны быть способны объяснить in a very detailed, очень детализированно, scientific way, научным образом, why do we call Krishna great? почему мы называем Кришну великим. We cannot just reply, anyway, you just have to believe it, he is great. Это будет неправильно им говорить, ну, просто примите, что он великий, и все, поверьте. See, everything comes from him. Вот, видите, все происходит из него. Fine, but how? Хорошо, да, а как? How does it work? Как это работает? How does it come? Как это Give me происходит? some descriptions, some details. Дайте мне какие-то описания, подробности. And they will not be satisfied if you just tell them, and it took a few days and then it happened. Они не будут удовлетворены, если вы им скажете, ну, на это потребовалось несколько дней, и вот оно так произошло. This will not be satisfying. Это их не удовлетворит. And then, of course, we can propose there's a Vedic literature. И далее мы можем предложить, что есть ведические писания. Yeah, there's so many detailed descriptions are given. Там приводится очень много детализированных описаний. The Srimad Bhagavatam, 5th canto, Шримад Бхагаватам, 5-я песнь, and other sources are there. и другие источники также существуют. Detailed descriptions, explanations. Детализированное объяснение. That is the only thing we can offer. Это единственное, что мы можем предложить. You look into the Vedic knowledge. Загляните в ведическое знание. But if it remains a matter of faith, Но если все остается просто верой, then it's difficult. то тогда сложно. Because no one wants to be interfered in his faith. Поскольку никто не хочет, чтобы его переубедили с его одного верования внутреннего в другое. The faith is a very, very personal, very intimate, personal matter. Поскольку внутреннее воззрение каждого человека – это что-то очень сокровенное. You place your faith in something. Поскольку вы вкладываете свою веру во что-то. It's very, very, very delicate. Это деликатная вещь. When you go to the barber, Когда вы идете к цирюльнику, he takes out the big knife он берет большой нож and shaves you. и бреет вас. So you have a lot of faith in him. Нужно очень доверять ему. So if someone places his faith, in a particular religion practice, И если человек отдает себя верованию в какую-то практику, в какую-то религию, it requires a lot of sacrifice. для этого требуется самопожертвование, большое самопожертвование. They don't want to be disturbed in their faith. И они не желают, чтобы их что-то беспокоило в их вере. So therefore, there's a greater possibility to have these, discussions among different types of faith or religions on a more scientific basis. Поэтому больше возможностей для обсуждения появляется тогда, когда эти обсуждения между разными религиями происходят на более научном уровне. Because science is supposed to be universally applicable. Поскольку предполагается, что наука, она универсально примениема. Like, take for example mathematics. Возьмем, например, математику. We don't talk about Latvian mathematics, Indian mathematics, German mathematics. Мы не говорим в таких терминах, что вот согласно вот латвийской математике так, а вот по немецкой математике эдак, а вот по индийской вообще вот так. It's a universal science. Это универсальная наука. Everybody, studies, applies it. Все используют ее, применяют. Irrespective of your own, social, cultural background. Независимо от того, какое у нас социальное и какое-то еще происхождение. So this is our proposal. То есть таково наше предложение. Whatever your religious, your background of faith might be. Какое бы ни было ваше происхождение или ваше вероисповедание, Let us study a spiritual science. давайте будем изучать духовную науку. Everybody can benefit from it. От этого каждый получит благо.
Does it make sense? No? Логично? Yes. Some more thoughts? Да, какие еще мысли появились? Вопрос, приводился пример нелогичности теории случая, да, и то есть доказательства такие были, на основе логики, да, то есть, и с другой стороны, тоже в вайшнавской философии, допустим, есть утверждение, что Прабхупада делает, что есть духовная логика, где 1 плюс 1 будет 1, да, то есть, и это не поддается как бы материальному. Сейчас давайте по частям переведу, а то что-то могу упустить. So in your lecture you mentioned about logic in proving all these conceptions. At the same time, Srila Prabhupada mentions spiritual logic, where 1 plus 1 equals 1. Да? Да, и то есть видим, что есть вот как бы два типа логики, да, одна, которую мы можем понять, да, какая-то рациональная вещь, какая-то есть духовная вещь, которая не поддается материальной логике. Мгм. И почему, допустим, нельзя сослаться на какую-то логику другого уровня и сказать, что вот там все происходит на основе этой логики, а не нашей материальной логики? So it means that there are different kinds of logic. So why it would be not possible to say, to explain in the way that there is a logic of some different level, and from that point of view it is explained. At the end, I didn't understand the last sentence. That to explain something, saying that there is a type of logic, different type of logic, according to which it is logical and it is like this. That is achintya. Это ачинтья. Things you cannot just, even in science, Есть какие-то вещи даже в науке, mathematics. математике. For some students, the mathematical equations, they're just achintya. Для некоторых студентов математические уравнения это просто полная ачинтия. On their level, they cannot understand. На их уровне они не могут это понять. The professor, he writes down a 1-2 meter long equation, mathematical equation. Например, профессор на доске пишет какое-нибудь уравнение длиной в метр или в 2 на доске. So the student uses all his logic he can possibly generate. И этот студент, он использует всю свою логику, все свое воображение, чтобы как-то хоть понять что-то. At the end, he just goes, "Что?" И в конце у него просто вот такое вот в глазах. So it's not that it cannot be explained, И это не так, что это нельзя объяснить. but on his level, it is difficult to understand, to explain. Но на уровне студента очень сложно это понять. A higher and a deeper understanding and realization is required. Для этого требуется более глубокое осознание этого вопроса. So what to speak of the spiritual nature? А что уже говорить о духовной природе? For a common level, that is not possible to understand. Для людей обычного уровня это невозможно понять. But if by practicing, studying, Но благодаря практике, благодаря изучению, just like the mathematics student, как студент, который изучает математику, in the beginning he doesn't understand, вначале он что-то не понимает, but he continues studying, но он продолжает изучать, and then that realization will come one day. и однажды наступит день, когда он скажет: «О, вот сейчас, наконец, понял». Bing! Now I understand. There it is. Yes, exactly. И у него такое вот озарение, пом, в голове, и все, наконец, я понял. And one day he might himself now write, instead of 2, a 4 meter long mathematical equation. И теперь, может быть, он уже будет способен сам даже писать уравнения, которые, может быть, 4-метровые по длине. And others are scratching their head. И кто-то другой будет чесать голову. I cannot follow. Что-то не могу въехать совсем. Too advanced. Слишком продвинутое уравнение.
There's not that it cannot be explained, И не так, что это нельзя объяснить. but not to someone who is on a lower level. Но это непонятно для того, кто на более низком уровне находится. It has to wait for realization, Он должен дождаться, пока не придет реализация, осознание этого. progressive realization. Прогрессивная реализация. Even 1 plus 1, it is not an absolute mathematical equation. Даже 1 плюс 1 это не является таким, ну как сказать, одним образом лишь возможным уравнением. It sounds logical. Звучит логично, One and you take another one and then equation 2. что если вы берете один, например, один предмет, другой предмет, вы видите два их. What's the problem? Какая проблема? But you take one drop of water, you put in another drop of water. It's not 2 drops of water. Но если вы возьмете одну каплю воды и в нее вольете другую каплю воды, то не будет 2 капли воды. It remains 1. Останется одна капля. See? Видите? It's not absolute. То есть оно не абсолютное. So that's a spiritual equation. 1 plus 1 equals 1. И вот это как раз духовное уравнение, что 1 плюс 1 равняется 1. What's the problem? Какая проблема? It just deals with a different subject. Это просто имеет дело с иной сферой, The темой, spiritual energy. с духовной энергией. Everything in the spiritual world is perfect and complete. Все в духовном мире совершенно и полно. There's no time and no space. Там нет времени и нет пространства. It's already difficult to understand. Это уже сложно понять. There's no material time which we experience here and space. Там нет времени, такого материального времени, каким мы его воспринимаем здесь, и пространства. Here the effect of time is always degrading. Здесь, то есть в этом мире, влияние времени проявляется так, что все время разрушается. In the building, Здание. after some time it degrades. Здание, если просто оно стоит, оно через какое-то время начинает деградировать или распадаться. Our body, Наше тело after some time begins to degenerate. в какой-то момент времени оно начинает распадаться. This is how we experience time. Это вот то, как мы ощущаем влияние времени. Everything is passing. Все проходит. We talk about the past, present and future. Мы все время говорим о прошлом, настоящем и будущем. But that's not the effect of time in the spiritual world. Но в духовном мире нету такого проявления или такого влияния от времени. Nothing degrades there. Там ничто не стареет, не увядает, Nothing degenerates. не распадается. It's ever new, ever fresh, Все там является вечно юным, вечно свежим, eternally. вечно. There's no past or future. Там нет прошлого или будущего. Everything is eternally, presently manifested in presence. А вечное настоящее, которое не прерывается ни на мгновение. So now we are beginner students. Поэтому сейчас мы пока начинающие студенты. We might scratch our heads. Поэтому можем пока чесать себе голову. What что? Cannot understand. Так вот, думая, что, не могу понять. But later on, realization will come. Но со временем придет реализация. Will develop in a natural way. Это разовьется естественным образом. Как можно разъяснить повторение Харе Кришна Махамантры научно? How we can explain chanting of Hare Krishna in scientific way? There's scientific studies about chanting Hare Krishna. И существуют научные исследования о воспевании Харе Кришна. How it pacifies the mind. Как это успокаивает ум, People become free from anxieties. люди освобождаются от беспокойств, The high blood circulation becomes more regulated. High что blood pressure. высокое кровяное давление становится более каким-то урегулируемым. They made scientific studies.
То есть были проведены научные исследования. So we can explain the benefit, the practical benefit of chanting. И мы можем объяснить практические блага воспевания. We can explain the principle of sadhana and siddhi. Мы можем объяснить принципы садханы и сидхи. Sadhana refers to practice. Садхана указывает на практику. And then siddhi means you attain some kind of perfection by that practice. И сидхи указывает на то, что вы начинаете обретать какие-то совершенства, когда практикуете. In bygone ages, so many people, great sages, they all chanted mantras. В былые времена было так много людей, разных мудрых людей, которые повторяли разные мантры, To attain siddhis, perfections. чтобы обрести сидхи или совершенство. Even the kshatriyas, warriors, they used mantras. Даже кшатри, воины, они использовали мантры. Just by chanting mantras, they could generate weapons. Просто произнеся определенную мантру, они могли создать определенное оружие. The yogis, by chanting mantras, they attained mystic powers. Йоги, благодаря повторению мантр, обретали мистические способности. There's so many benefits by chanting mantras. Благодаря воспеванию мантры существует так много блага. And by chanting the Hare Krishna mantra, one also attains siddhi, И повторяя Харе Кришна мантру, человек также обретает сидхи, the spiritual perfection. духовное совершенство. Like this you can try to explain. И вот таким образом вы можете пытаться ему The объяснить. nature of sound vibration. Природа духовной вибрации. And once I gave a whole seminar just on sound. Как-то раз я давал целый семинар просто по теме звука. Our Einstein, Einstein. Наш Эйнштейн. Einstein. He said that everything in this world is vibration. Он говорил, что все в этом мире — это вибрация. Vibration means sound. Вибрация означает звук. So everything is generated by sound. Все порождается звуком. And Anavriti Shabdad, that's the Vedanta Sutra statement. А вот это утверждение из Веданта Сутры, Анаврити Шабдат. By sound, the living entity becomes materially conditioned. Через звук живое существо материально обуславливается. And again, by sound, the conditioned living entities can become liberated. И опять же через звук обусловленное живое существо может достичь освобождения. That's the potency of sound vibration. Таково могущество звуковой вибрации. All our thoughts are nothing but sound. Все наши мысли — это не что иное, как звуки. Sound manifesting in inner space. Звуки, которые проявляются во внутреннем пространстве. And that sound, our thoughts, determine our future. И звуки наших мыслей определяют, каким будет наше будущее. You become what you think. Вы станете тем, о чем вы думаете. Sound vibration is very powerful. Звуковые вибрации очень могущественны. So if we repeat a spiritual mantra, И вот если мы повторяем духовную мантру, then that will also determine our destination. это также определит, куда мы в конце концов попадем. We will attain spiritual liberation. Мы обретем духовное освобождение. Like this you can try to explain. Вот таким образом вы можете стараться объяснить. Any other thoughts? Какие еще мысли возникли? Then we can stop here. Тогда на этом можем закончить Continue with the program. и продолжить с программой. What is next? Next, usually we have bhajans. Usually we have bhajans afterwards. Bhajan. It's either devotees, either someone who is coming. But usually we have bhajans, singing. Hare Krishna, thank you for your patience. Спасибо большое за ваше внимание, терпение.